Всем привет! Сегодня будем вязать узор спицами. Это узор из японской коллекции. Попросили меня его разобрать, скинули схемку. Мне схемка очень понравилась. Узор красивый, необычный. Он с крупными отверстиями. И узор сам по себе имеет рельеф. То есть вот эти вот полосы, они рельефно смотрятся. И также рельеф имеется вот в виде таких мини-шишечек над отверстиями. Особенностью этого узора является то, что получается красивый боковой край, который не заворачивается. Он напоминает чем-то полый шнур, смотрится красиво, объемно. Хотя никакого шнура здесь, конечно же, нету. Сейчас вам покажу изнаночную сторону. Узор подойдет для вязания любых вещей. Особенно красиво будут смотреться из него туники. Узор вяжется очень просто. С ним справятся даже начинающие. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Для вязания узора необходимо набрать количество петель кратное 12, плюс 1 петля и плюс 2 кромочные. Начнем вязание первого ряда. Он будет изнаночный, и мы весь ряд провяжем изнаночными петлями. Я закончила ряд. Приступаем к вязанию второго ряда. Кромочную снимаем. Начинаем раппорт узора. Вяжем 10 лицевых. Затем 2 петли вместе за передние стенки. Мне придется петельки повернуть, чтобы при провязывании петли не получились скрещенными. И провязываю их за передние стенки. На этом раппорт узора готов. Дальше вяжем 1 лицевую и кромочную. Разворачиваем вязание. Третий ряд. Кромочную снимаю и приступаю к вязанию раппорта узора. 1 изнаночная. 2 вместе изнаночной за передние стенки. 6 изнаночных. Дальше 2 вместе изнаночной за задние стенки. Я изнаночные петли разверну, чтобы при провязывании они не получились скрещенными. И вяжу их 2 вместе за задние стенки. На этом раппорт узора готов. Остается изнаночная петля и кромочная. Четвертый ряд. Кромочную я снимаю. Приступаю к вязанию раппорта. Выполняю 1 лицевую. Затем 2 вместе лицевой за задние стенки. 2 лицевые. Двойной накид. Первый, второй, 2 лицевые. Следующие 2 петли провяжем 2 вместе лицевой за передние стенки. Я петли поворачиваю. На этом раппорт узора готов. Количество петель раппортов у нас сократилось. И заканчиваю ряд лицевой и кромочной. Разворачиваем вязание. 5-й ряд. Кромочную снимаем. Начинаем вязать раппорт узора. 1 изнаночная. 2 вместе изнаночной за передние стенки. 1 изнаночная.
Теперь из первого накида мы свяжем одну лицевую и одну изнаночную. Лицевая и изнаночная. Сбрасываю один накид. И из второго накида точно так же. Одна лицевая, одна изнаночная. И сбрасываю накид. В итоге из двойного накида мы связали 4 петли. Затем одна изнаночная и 2 вместе изнаночной за задние стенки. Изнаночные петли я поверну. На этом раппорт узора готов. Заканчиваем ряд одной изнаночной. Кромочная петля. Разворачиваем вязание. 6-й ряд. Кромочную снимаем. Приступаем к вязанию раппорта. Вяжем одну лицевую. Затем 2 вместе лицевой за задние стенки. Дальше будем вязать 4 лицевых. Это те петли, которые мы выполнили из наших накидов. Обратите внимание, как их провязываем. Первую петлю я вяжу за заднюю стенку. Вторую петлю за переднюю стенку. Это необходимо для того, чтобы петли не были скрещенными. И опять за заднюю стенку, за переднюю стенку. Затем вяжу 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Петли поворачиваю. Раппорт узора готов. Заканчиваем ряд одной лицевой и кромочная петля. Разворачиваю вязание. И 7-й ряд мы вяжем просто все петли изнаночными. Я выполнила ряд из изнаночных петель. Количество петель в раппорте узора сократилось до 7. И сейчас мы будем восстанавливать изначальное количество петель. 8-й ряд. Кромочную снимаю. Приступаю к вязанию раппорта. 2 лицевые. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. Всего я выполнила 5 накидов. Вяжем одну лицевую, и на этом раппорт узора заканчивается. В конце ряда остается одна лицевая и кромочная. Разворачиваем вязание. 9-й ряд. Мы будем все петли и все накиды провязывать изнаночными петлями. Я выполнила ряд из изнаночных петель. 10-й ряд. Кромочную снимаю. И все петли провязываю лицевыми. Я выполнила ряд из лицевых петель. Дальше мы начинаем повторять раппорт узора. Вяжем постоянно с 1 по 10 ряд. На этом у меня все. Если вам понравился такой узор, не забудьте поставить лайк. Делитесь в своих соцсетях этим роликом. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. До скорых встреч. Всем пока-пока.